Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, в России. Правда, когда я родилась, они назывались Ленинград и Советский Союз. В старших классах я училась в математической школе, а потом я училась в Ленинградском политехническом институте. Сейчас он называется Санкт-Петербургский политехнический университет. Я училась на физико-механическом факультете на кафедре прикладной математики. Но нас учили тому, что здесь называется компьютерные науки. Но тогда такой термин не использовался. После окончания института я несколько лет работала программистом. И в какой-то момент я узнала о возможности поступить в аспирантуру в США, и мне это показалось очень интересным. Я подготовилась и поступила в аспирантуру на докторскую программу в Калифорнийский университет в Сан-Диего. И там я получила докторскую степень по компьютерным наукам в области криптографии. После окончания университета я получила работу профессором в университете Georgia Tech. И когда я начинала работу на факультете по компьютерным наукам, но несколько лет назад мы создали новый факультет по компьютерной безопасности и приватности. Один из первых факультетов такого типа в мире. И там я сейчас и работаю. Когда я училась в России, я прочитала статью в каком-то научно-популярном журнале о криптографии, и мне это показалось очень интересным. Действительно, шифрование, секретность, это все звучит очень интригующе. Но моя учеба там и работа там никак не были связаны с криптографией. А когда я начала учиться в аспирантуре в США, там у нас, как у студентов, была возможность выбрать область в начале, и я не совсем была уверена, чем я буду заниматься. Я только знала, что мне более нравятся более теоретические области. И на первом курсе я взяла несколько классов у профессора Михира Белари, который очень известный криптограф. Тогда я это еще не очень в этом разбиралась. Но мне очень понравились его классы и содержание, и стиль преподавания. И я ему сказала, что меня интересует криптография, и он предложил мне попробовать работать в этой области. И с тех пор я работаю в области криптографии. Криптография – это наука о том, как обезопасить передачу или хранение цифровой информации. И под безопасностью тут можно понимать несколько целей. Наверное, самая главная цель – это обеспечить конфиденциальность или приватность данных. То есть, чтобы ваши данные никто не мог прочитать, кроме тех, для кого они предназначены. И для того, чтобы достичь эту цель, используются различные системы шифрования.
Другая очень важная цель криптографии — это как обеспечить, чтобы никто не смог изменить или подделать данные без ведома тех, для кого эти данные предназначаются. Помимо этих двух основных целей в криптографии, есть много других. Я упомяну еще две. Одна — это о том, как несколько участников могут вычислить что-то, базируемое на секретных данных, которые им принадлежат, но так, чтобы никто не узнал об их личных секретных данных. Как пример, известная проблема, как несколько очень богатых людей могут встретиться и выяснить, кто из них самый богатый, не раскрывая суммы своих состояний. И в криптографии есть протоколы, которые помогают этого достичь. И еще одна цель, с которой криптография помогает справиться, это о том, как доказать истинность какого-то утверждения, не выдавая никакой информации о том, что вы знаете. И пример будет как доказать, допустим, что вы знаете решение для какой-то головоломки и убедить в этом других, но не выдать ничего об этом решении. И на первый взгляд может показаться, что это невозможно, но это не так, и криптография показывает, что решение возможно для таких задач, и это здорово. Если я спрошу наших слушателей, кто из вас сегодня пользовался криптографией, наверное, немногие ответят убедительно. Но, скорее всего, это не так. И если, например, вы смотрите это видео на YouTube, то вы прямо сейчас используете криптографию. И вообще в наши дни около 95% всего трафика в интернете зашифровано, то есть используется криптография. И помимо YouTube, если вы что-то делаете в интернете, и если в браузере вы видите буковки, по-английски HTTPS, это значит, что используется криптографический протокол TLS, и ваши сообщения зашифрованы. И помимо интернета криптография используется, когда вы платите кредитными или дебетными карточками в магазине. Многие слышали о криптовалютах. Они используют криптографию. И также криптография используется в других приложениях. Криптография — это довольно старая дисциплина. Говорят, что еще Юлий Цезарь использовал криптографию, чтобы зашифровать свои приказы. И, наверное, многие слышали об энигме, криптографической
машине, которая широко использовалась в нацистской Германии во время Второй мировой войны. Но криптография как наука – это довольно молодая наука, потому что почти все достижения современной криптографии, они случились в последние 50 лет или даже меньше. Наверное, одно из самых важных достижений современной криптографии – это открытие криптографических систем с открытым ключом. Потому что древние шифры, включая Энигму, и самые простые шифры, когда буквы заменяются цифрами или другими буквами, это все примеры криптографических систем с закрытым ключом. То есть для того, чтобы зашифровать и расшифровать данные, то у того, кто посылает и кто получает, должен иметься какой-то один секретный ключ, какая-то информация, известная только им. Но для развития электронной коммерции этого было недостаточно, потому что, например, если я хочу купить что-то в интернет-магазине и хочу послать номер своей кредитной карты, и я хочу сделать это секретно, я не могу использовать только традиционную криптографию, потому что у меня с интернет-магазином нет никакого секретного ключа. И вот для этого очень было важно создать системы с открытым ключом, когда стало возможно пересылать информацию секретно, тогда как у того, кто посылает и кто получает, не было изначально никакого секретного ключа. И это звучит довольно неправдоподобно, что безопасность возможна в такой ситуации. И поэтому, когда ученые пытались создать такие криптографические системы с открытым ключом, многие не верили, что у них это получится. Но, к счастью, они были настойчивы, и теперь мы все пользуемся такими системами, и это, конечно, помогает безопасности в интернете и в других приложениях. Еще очень важное, по моему мнению, достижение современной криптографии – это возможность доказать безопасность. И я объясню, что я имею в виду. Традиционно криптографические протоколы создавались методом пробы и ошибок, то есть криптографы создавали криптографический протокол, пробовали его взломать, и не получалось, и тогда протокол внедрялся в практику, иногда кто-то другой взламывал, и тогда создателям надо было подправить протокол, и то есть цикл повторялся. И если в течение нескольких лет никто не мог взломать протокол, то что мы знали о безопасности? В общем-то, только то, что никто еще не смог взломать этот протокол, но мы не знали, вдруг кто-то сможет взломать его в будущем. Но в современной криптографии есть методы, которые позволяют нам математически доказать, что
никто не сможет взломать протокол, если только не найдутся решения для каких-то очень трудных задач, которые многие верят, что это очень трудные задачи и без решения, например, факторизация больших чисел. И тогда математическое доказательство безопасности криптографического протокола дает нам гарантии, что никто не сможет его взломать, если только не найдется решение для очень трудных задач. И это гораздо лучше, чем метод пробы и ошибок. Ну, конечно, в криптографии много всего другого происходит, но, наверное, это все-таки больше интересно для специалистов. Одна из тем, над которой я работаю уже несколько лет, это системы шифрования баз данных с возможностью поиска. Допустим, вы хотите хранить свои данные, базу данных или документы на сервере на облаке. И, допустим, вы не хотите, что если вдруг этот сервер будет взломан, чтобы кто-то смог прочитать ваши данные. И тогда, конечно, имеет смысл хранить данные в зашифрованном виде. Но проблема в том, что традиционные системы шифрования, они настолько хорошие, что никакие функции невозможны над зашифрованными данными. А вам бы хотелось, допустим, извлечь какие-то конкретные записи из базы данных или запросить, допустим, документы, содержащие какое-то слово специальное. Так вот это будет невозможно, если данные зашифрованы. Невозможно с традиционными системами шифрования. Но есть специализированные системы шифрования, которые позволяют зашифровать и дать возможность поиска. И вот над такими системами шифрования я работаю. И, честно говоря, мы все еще не знаем самые лучшие способы, как это делать. Мы знаем, как это делать, чтобы получить очень быстрые системы, но не с самой хорошей безопасностью. И наоборот, мы знаем, как достичь отличной безопасности, но тогда системы будут довольно медленные. То есть мы все еще работаем над тем, как найти лучший баланс в этом смысле. И несколько примеров протоколов, которые я анализировала. Один – это протокол QUIC, который был разработан компанией Google как альтернатива популярному протоколу TLS. Другой экзампл – это протокол FIDO, разработанный Alliance FIDO, и который использует методологию, позволяющую нам отказаться от использования паролей, потому что с использованием паролей есть много проблем. И еще один протокол я недавно анализировала. Это протокол для того, как сгенерировать и сертифицировать ключи для протокола, используемого машинами-беспилотниками. Может быть, вы слышали, что квантовые компьютеры
когда и если они будут разработаны в полную силу, то они смогут взломать почти все традиционные криптографические системы с открытым ключом. Это потому, что квантовые компьютеры могут эффективно решать проблемы, на которых базируется безопасность этих систем. Я уже упоминала, как пример, проблему факторизации больших данных. Это трудная задача, но не для квантовых компьютеров. Поэтому, конечно, квантовые компьютеры представляют угрозу для безопасности и для безопасности криптографических систем. Но у нас было и все еще есть время подготовиться. И криптографы уже много лет работают и продолжают работать над разработкой новых систем, новых криптографических систем, которые квантовые компьютеры не смогут взломать. И с 2016 года исследования в этом направлении проводились под руководством Национального института стандарта и технологий. И вот в прошлом году были выбраны 4 победивших кандидата криптографических систем с открытым ключом, которые квантовые компьютеры не смогут взломать. Я сейчас работаю профессором на факультете по компьютерной безопасности и приватности в Georgia Tech. Многие думают, что профессора главным образом читают лекции. Мы действительно преподаем, но помимо преподавания мы также занимаемся научной работой. Я уже говорила про это. И еще в дополнение мы занимаемся административной работой. Например, решаем, какие курсы должны студенты брать для конкретных программ, каких профессоров и аспирантов нанимать к нам на факультет и так далее. И, как я уже упоминала, наш факультет по компьютерной безопасности и приватности был создан всего пару лет назад, и он необычен тем, что на нашем факультете сотрудничают профессора и студенты из разных областей, не только из компьютерных наук, но и из инженерии, политологии, юриспруденции и бизнеса. И потому что наш факультет такой новый, конечно, требует немножко больше административной работы. Наши студенты действительно на расхват в индустрии. Ну и также есть, конечно, работы в академии. А в индустрии наши выпускники работают во всех больших известных компаниях, как то Google, Facebook, Amazon, Apple, Intel, Qualcomm и в других. Также работают в меньших специализированных компаниях, в банках, в государственных организациях, в стартапах.
Я слышала, проводились исследования, что в недавние годы по Америке больше 600 тысяч позиций для специалистов по компьютерной безопасности, а по всему миру счет идет на миллионы. И спрос продолжает расти, потому что компьютерные системы, которые мы используем, становятся все сложнее и сложнее, и это дает возможность для подрыва безопасности, и поэтому специалисты по компьютерной безопасности очень важны почти для всех организаций. Я выберу слово постквантум от постквантумной криптографии. Это потому, что сейчас для криптографов очень важно разработать новые криптографические системы с открытым ключом, которые квантовые компьютеры, когда они будут построены, не смогут взломать. У вас трудные вопросы. Если можно, я не буду выбирать что-то одно, потому что я считаю и то, и книги, и кино, потому что это разные жанры и прекрасные жанры, и, может быть, хорошая книга, и по ней можно снять плохое кино, и наоборот, и может быть наоборот, и да, пусть будет и то, и то. Опять-таки, я не смогу ответить очень конкретно. У меня нет любимой книги на любом языке. Я люблю много книг, но, как пример, недавно, чтобы поднять настроение, я перечитала «12 стульев» Ильфа и Петрова. И действительно настроение поднялось, и удивительно, как книге почти 100 лет, и до сих пор звучит очень современно и очень смешно. Я назову Леонарда Эйлера. И многие могут удивиться, это совсем не русское имя. И действительно, он родился в Швейцарии, но Эйлер провел много лет, работая в Российской академии наук в Санкт-Петербурге, в моем родном городе. И он мне кажется, один из самых продуктивных ученых в мире. Он написал какое-то немыслимое количество научных статей, по-моему, около 800. И он создал очень многое для математики и для других областей. И даже в моей области, в криптографии, функция Эйлера используется, например, в одной из самых известных криптографических криптосистем с открытым ключом RSA. И Эйлер работал
даже после того, как он полностью потерял зрение и даже работал в день своей смерти, и он похоронен в Санкт-Петербурге. Если вы любите математику, логические головоломки и подумываете над тем, чтобы стать криптографом, то первое я посоветую поступать в университет на компьютерные науки. И второе, там попробовать взять курс по криптографии. И если это возможно, попробовать поработать над каким-нибудь маленьким научным проектом. И это даст вам понять, нравятся ли вам научные исследования. А если нет, то наверняка знания из курса пригодятся для работы в индустрии. А если понравятся научные исследования, тогда я советую попробовать поступить в аспирантуру и продолжать обучение. Да, они будут очень простыми, но мне кажется, они очень важные. Первое – это не доверять всем электронным письмам и всегда спрашивать себя, можно ли верить этому электронному письму. И второе – не нажимать на всякие неизвестные ссылки, особенно если вы не уверены в том, кто прислал вам это электронное письмо. И последнее – не лениться и обновлять компьютерные программы, не игнорировать сообщение, когда ваш компьютер напоминает, что программу надо обновлять. Это действительно очень важно для компьютерной безопасности.